Украина должна остаться безоружной. Новое требование России и заявление Зеленского. Каков план Киева? Откуда брать оружие, если США отказывают в помощи? Трамп готовит удар по России в ближайшие недели. Тревожные сигналы в западной прессе. В Москве заявляют о срыве переговоров с Вашингтоном. В чем причина? Цель Израиля – лидер Ирана Али Хаменеи. Нетаньяху не исключает ликвидацию высшего руководителя Ирана. Тегеран заявляет о сокрушительном ударе. Трамп говорит, время вышло. Путин и Си Цзиньпин теряют Иран, ключевого партнера, который разделяет их интерес в противостоянии тому, что они считают гегемонией США в регионе. Что дальше? Украина обвинила РФ в передаче Киеву не только бойцов ВСУ, но и военных России. Морские дроны появились в Балтийском море. Страны, граничащие с Белоруссией и РФ, готовят больницы к приему большого количества раненых в результате войны. А Узбекистан помогает Украине. Чем? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Морские дроны в Балтийском море. Дания начала масштабное испытание беспилотников Sail Drone Voyager. Аппараты без экипажа отправляются патрулировать воды Балтики. Испытание продлится как минимум 3 месяца. Организаторы – Минобороны Дании и американская компания-разработчик дронов. В Дании говорят, что Балтика уже давно стала зоной повышенного внимания. После начала большой войны в Украине в 2022 году регион регулярно сталкивается с проблемами. Повреждены подводные кабели, газопроводы, нарушены линии связи. Особенно громким стал инцидент с Северным потоком. Теперь Дания активизировала усилия по защите своих морских рубежей. В апреле стало известно о масштабных инвестициях, порядка 4 миллиардов крон. Это более 600 миллионов долларов, которые пойдут на строительство и закупку 26 новых кораблей, предназначенных не только для патрулирования, но и для реагирования на экологические угрозы и защиты подводной инфраструктуры. Нынешнее появление морских дронов в Балтийском море, по словам военных, это проверка, смогут ли такие технологии стать глазами и ушами флота в критически важном регионе. Sail Drone — это беспилотные автономные системы с экстремальной выносливостью для сбора данных на поверхности. Так что мы действительно занимаемся наблюдением, глазами и ушами над и под поверхностью, чтобы отслеживать морское движение, предоставляя услуги по осведомленности о морской обстановке для датской обороны. Польша и страны Балтии готовят свои больницы к приему большого количества раненых в результате войны между Россией и НАТО. Страны, граничащие с РФ и Белоруссией, в срочном порядке уже сейчас усиливают свою медицинскую систему. Об этом пишет издание «Политика». Литва провела масштабные учения «Железный волк» с участием военных, медиков и служб экстренного реагирования. Больницы запасаются травматологическими наборами и переводят операционные в подземные помещения. Развивается подземная инфраструктура. В больнице Сантарас в Вильнюсе создаются автономные укрытия, вертолетные площадки и резервные системы жизнеобеспечения. Эстония при этом закупает бронежилеты и спутниковые телефоны для скорой помощи, готовится к созданию независимого интернета и устанавливает генераторы по всей медсистеме, чтобы избежать сценария, как в Украине, где удары по инфраструктуре парализовали больницы. Даже самые подготовленные больницы не могут функционировать без лекарств, расходных материалов и оборудования. И страны Балтии накапливают запасы в ожидании массовых потерь. Эстония, например, выделила 25 миллионов евро на запасы для массовых потерь, включая ортопедическое оборудование, жгуты и травматологические наборы. Политика пишет, что в целом страны восточного фланга НАТО пересматривают медицинские протоколы, усиливают запасы и инфраструктуру, готовясь к приему большого количества раненых. При этом кадровый дефицит остается проблемой, особенно в странах с малым населением, как Эстония. Многие медики могут бежать в результате возможной войны, которой в этих странах не хотят. Что думаете о такой подготовке? Беспокоят ли вас такие новости? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, или же считаете это просто нагнетанием. Украина должна остаться безоружной. В России вновь заговорили о демилитаризации Украины. Однако теперь условия еще жестче. В Москве хотят, чтобы Киев полностью уничтожил западное оружие, которое есть у ВСУ. В РФ считают, что это приведет к прекращению войны. Разумеется, все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно.
Вероятно, что вопрос уничтожения этого оружия может быть поднят уже во время третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Пока же новой даты для такой встречи нет. Но напомню, накануне в Украине и России заявляли, что к вопросу переговоров вернутся в 20-х числах июня. К тому же прекращение поставок оружия и иностранной военной помощи Киеву входит в российский меморандум, который совсем недавно был представлен в Стамбуле. Зеленский при этом фактически подтверждает информацию и западных СМИ, и настроение в Пентагоне, где уже открыто намекали, что нового пакета военной помощи Украине передавать не будут. Зеленский говорит, что без помощи США будет крайне тяжело, но есть вариант – закупка этого оружия. Действительно, одним из вопросов, которые я буду обсуждать с президентом Трампом во время встречи, будет оборонный пакет, который Украина готова приобрести. Мы обсудим это с ним. Я уверен, что такая возможность у нас будет. Ну, по крайней мере, я на это рассчитываю. И если не оружием, то надо ударить по России санкциями, говорит Зеленский. Он считает, что ограничения в рамках 18-го пакета должны быть такими, чтобы могли принудить Москву к миру. О санкциях собираются говорить и лидеры стран G7. Они будут пытаться убедить Трампа действовать решительно по отношению к Путину, пишет издание «Политика», которое также со ссылкой на свои источники уточняет, что в ближайшие несколько недель Трамп может прекратить дипломатию и введет санкции против Москвы. При этом оставит дверь открытой для возобновления переговоров. На такой шаг Трамп может пойти из-за неуважения, которое проявляет Путин, пишут авторы материала. А в России тем временем уже признались, российско-американские консультации сорвались. Срыв переговоров состоялся по инициативе США. На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению раздражителей в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков. Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной. Трамп, кстати, уже прибыл в Канаду, где проходит саммит Большой Семерки. Там же он может встретиться и с Зеленским. Но при этом накануне он уже успел заявить, что Обама и Джастин Трюдо виноваты в том, что сейчас за столом Большой Семерки нет еще одного члена – Путина. То, что Россию выгнали из G8, Трамп назвал ошибкой, но при этом не допустил ее возвращения. Я не говорю, что он должен быть там на данном этапе, потому что, возможно, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка. Обама не хотел его. И глава вашей страны, гордый глава вашей страны, не хотел его. Это была большая ошибка. Война, ее бы не было. Знаете, держать врага за столом переговоров я даже не считаю, что он тогда был врагом. Не было такого понятия. Если бы я был президентом, этой войны бы не случилось. Но точно так же, если бы он был членом того, что тогда называлось G8, то война бы сейчас не состоялась. Война же продолжается, фронт гудит. Параллельно с этим накануне Украина и РФ завершили обмен телами погибших военных. Несмотря на шумиху, которая была на прошлой неделе, Киев забрал 6057 тел. Россия также забрала тела солдат РФ. Россия выполнила данные в Стамбуле обещания. Итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат вооруженных сил Украины. С той стороны получено 78 погибших наших. Обмен пленными также продолжается. В Киеве при этом заявили, Россия вместе с телами бойцов ВСУ передала Украине и тела российских солдат. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может быть и обычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае эти трупы мы тоже идентифицируем. А уже в ночь на 18 июня Россия устроила массированную атаку по Украине. Мониторинговые каналы сообщали, что в море были выведены ракетоносители калибров. С нескольких аэродромов был вылет стратегической авиации. Но прежде всего в ход пошли ударные БПЛА. Главной целью стал Киев. Мэр Кличко писал о нескольких налетах дронов. Известно о пострадавших и пожарах в разных районах украинской столицы. За полночь появились и первые сообщения об атаке на города РФ. Ограничения были введены в нескольких аэропортах. Итак, друзья, что думаете о действиях США и их желании оставить Украину без военной помощи? По крайней мере, не передавать ее на тех условиях, на каких передавала ее администрация Байдена. Как вам новое требование России об утилизации западного оружия? И что думаете о новых заявлениях Трампа? Как всегда, интересны ваши мысли, взгляды, цитаты в комментариях под этим видео.
Лидер Ирана Али Хаменеи – одна из главных целей Израиля. Об этом уже говорят публично. Биньямин Нетаньяху, который еще накануне не подтверждал таких планов, теперь сказал о том, что такая ликвидация не исключается. Накануне в Израиле заявили, воздушное пространство над столицей Ирана, Тегераном, находится в полной власти и под полным контролем воздушных сил Израиля. Нетаньяху призвал иранцев эвакуироваться. Мы говорим жителям Тегерана: эвакуируйтесь. Мы будем действовать. Мы на пути к победе, и эта победа достигается благодаря нашим героическим пилотам, нашим замечательным наземным командам, которые также выполняют потрясающую работу. Я приветствую вас, все граждане Израиля приветствуют вас, и я хочу сказать, многие по всему миру приветствуют вас и впечатлены вами. А удары по Тегерану не прекращаются. Накануне весь мир облетели кадры того, как Израиль нанес ракетный удар по зданию иранского государственного телевидения. Телецентр в Цахал назвали управлением пропаганды и подстрекательства иранского режима. МИД Ирана назвал атаку на здание гостелерадио преступлением и призвал Совбез ООН остановить Израиль. Иран при этом также не молчит. Там заявили, что Израиль пожалеет о своей глупой агрессии. Сегодня, как никогда, иранский народ нуждается в единстве, доверии, сочувствии, солидарности и верности. С помощью всемогущего Бога и благодаря этому благородному духу будет дан сильный, мудрый и решительный ответ на преступления оккупационного режима. Режима, который теперь является самым ненавистным в глазах мирового общественного мнения, народов региона и иранской нации. В течение всего понедельника иранские СМИ сообщали, что Израиль ждет сильнейший и сокрушительный удар, такой, которого еще не было. Целью называлась в том числе и авиабаза Рамат-Давид. В то же время Трамп, который уклончиво ответил на вопрос о возможности военного вмешательства США на стороне Израиля, заявил, что Иран хочет переговоров, но время якобы вышло. Они хотят говорить, но им следовало сделать это раньше. У нас было 60 дней. На 61-й день я сказал, у нас нет сделки. Им придется заключить соглашение. Это болезненно для обеих сторон. Но я скажу так, Иран не выигрывает эту войну, и им следует начать переговоры немедленно, пока не стало слишком поздно. Путин и Си Цзиньпин с глубоким беспокойством следят за конфликтом на Ближнем Востоке, поскольку Иран выглядит все более уязвимым. Об этом пишет The Telegraph. Издание уточняет, что Китай и Россия теряют ключевого партнера, который разделяет их интерес в противостоянии тому, что они считают гегемонией США в регионе. Именно поэтому и Си, и Путин уже выразили свое недовольство действиями Израиля и выступают за переговоры. При этом немецкий канцлер Мерц говорит, что не видит Путина в качестве посредника. Если Путин прекратит эту войну, то он сделает необходимое и правильное на мировой арене, что сейчас больше всего беспокоит нас. Я бы очень это приветствовал. Как считаете, как долго продлится эта эскалация? Что станет точкой в этих параллельных ударах? Напишите свою точку зрения под этим видео. Китай закрепляется в Центральной Азии на фоне ослабления влияния России. Визит Си Цзиньпиня в Казахстан – это громкое заявление о силе Китая и его центральном месте в геополитической игре в Центральной Азии. Об этом пишет Bloomberg. Визит лидера КНР не просто дипломатический жест, а четкий сигнал – Китай усиливает хватку. Уже сегодня, 17 июня, товарищ Си принимает участие во втором саммите «Центральная Азия-Китай», где за одним столом соберутся лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. И это не случайность. Саммит проходит параллельно с саммитом G7, что делает выбор Пекина особенно показательным. На фоне давления со стороны США и тарифной политики Вашингтона Китай укрепляет экономические связи с Центральной Азией. Накануне были подписаны 24 соглашения в стратегических сферах, от энергетики и цифровизации до медицины, сельского хозяйства и электронной коммерции. Помощь Ташкента Киеву. Украинские дети завершили программу отдыха в Узбекистане. Около 100 детей из разных регионов Украины прошли 12-дневную программу отдыха и реабилитации в детском лагере Анор в Ташкентской области. Как сообщил посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко, дети участвовали в спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх, экологических акциях и творческих мастер-классах. Особое внимание уделялось знакомству с местной культурой. Завершением поездки стала экскурсия по Ташкенту, посещение исторических мест, у музеев и памятника Шевченко. Программу подготовили и провели представители узбекских министерств и ведомств, а также мастера, ученые, педагоги и культурные деятели Узбекистана. Через час дети уже знакомились с архитектурой столицы,
ее старыми знаковыми местами, такими как медресе Абул-Косим, посетили Государственный исторический музей тимуридов, а в завершении поднялись в горы на фуникулере. Программа также включала посещение сквера и памятника Тарасу Шевченко. В знак уважения к украинскому гению к памятнику возложили цветы. Друзья, хорошего вам дня и настроения. Спасибо вам за все комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.